Привет, друзья! Мы всех рады приветствовать на канале Алга Петербург. Сегодня у нас праздничный выпуск, потому что весь мир отмечает, Вань, 1 мая. Все правильно, да. Единственное, что это же день труда, да, день мира и труда. Да, и самое главное, что я знаю, что все-таки в большей части света отмечает как некое единение народов. И что особенно примечательно, что в этот день, сегодня, на канале Димаша Кудайбергена, главного объединителя народов, состоится премьера его новой песни, а заодно и клипа. Что это будет, разумеется, пока для всех загадка, но все с нетерпением ждут. В 17:00 по Москве должен быть старт, и, соответственно, в 20:00 в Нур-Султане, А ты как, по времени ты как Нур-Султана. думаешь, я вот знаю о том, что сейчас есть инициатива набрать 1 000 000 подписчиков ко дню рождения Димаша. Этот клип на сколько процентов приблизит к цели? Ой, конечно, всегда хочется верить в лучшее, поэтому я надеюсь, что сразу вот 1 000 000 подписчиков и наберется Сразу с же. И выходом этой 1 000 000 просмотров, композиции. да. Да, Шансы, да. шансы есть и довольно хорошие. Но, кстати, Ну, да, да. но в любом случае, Вань, я предлагаю завтра уже встретиться тоже в эфире и обсудить эту композицию, потому что у всех будет очень много эмоций, впечатлений, и они захотят ими поделиться с нами. Отличное предложение. И вот я как раз завтра ничего не делаю. Я полностью день свободен. Супер. Вот, поэтому, друзья, не пропустите, завтра вместе с вами будем обсуждать новую песню. Соответственно, ты затронул тему 1 000 000 подписчиков, и вот есть средства, как говорится, народный метод. Стой, дай Маша, угадаю. Это, наверное, я должен попросить всех, кого я знаю, а ты всех, кого ты знаешь. Абсолютно верно. Маша так и написала, что скоро понадобится 1 000 000 подписчиков на день рождения. И, уважаемые подписчики, подключайте всех родственников, друзей, знакомых, чтобы 1 000 000 был ко дню рождения. Но я вот проанализировал этот способ. Я тут походил уже, всех за рукав потаскал. Вот. Во-первых, не так много родственников набралось. Во-вторых, вот мой младший брат сказал, что я вообще пока такую музыку не готов слушать. И согласись, что заставить прям кого-то слушать Димаша, это неправильно, Да, наверное. да. Люди сами созреют и в свое время начнут слушать этого гениального исполнителя. Поэтому самый все-таки лучший способ, Вань, я считаю, это как раз вот, во-первых, планомерно работать и каким-то образом попасть в тренды Ютуба, потому что именно эта стратегия даст, мне кажется, резонный результат. А я думаю, что этой стратегии надо придерживаться не только потому, что она даст вот 1 000 000 подписчиков, а потому что она даст 10. Я вот вообще не согласен, что 1 000 000 подписчиков это достаточно для канала Димаш. Я считаю, что нужно 10, минимальная планка, а 100 тысяч подписчиков это вот уже примерно тот уровень. Вот сколько на Земле человек живет, на планете Земля? 7 миллиардов, наверное. Вот 100, 7 можно миллиардов. начать со 100 000 000 подписчиков. Прекрасная цифра. Тем более вот клип Деспасито, мы как-то в одной новости, 7 миллиардов набрал легко. Только благодаря тому, что в какой-то момент этот ролик попал просто в тренды Слушай, Ютуба. И он начал его всем не предлагать. очень бы хотелось, чтобы вот такое же было отношение у человечества к Димашу, как у тех, кто знает песню «Деспасито». Вот, но смотри, да, у нас же, мы тоже с такой же проблемой столкнулись. Почему? Потому что регулярно нам пишут, что, друзья, мы не можем найти ваш канал на просторах интернета. Прошло там, да, уже чуть больше месяца, а люди говорят, о, только нашла. И это опять-таки связано с тем, что наш канал никак не может пробиться в тренды. Да, «Эхо Петербурга» и «Эхо Питера» были в тренде, и их очень много людей смотрели. И я думаю, что вот все подписчики, которые прибавлялись на «Эхо Петербурга» и «Эхо Питера», они автоматически прибавлялись на канал Димаша. И вот я... И, Мгм. соответственно, вот, а мы сейчас, наш маленький канал «Алга Петербург», на котором мы встретились, он пока что не в тренде, тут ты совершенно прав. Вот я посоветовался, просто у меня друзья занимаются как раз рекламой, в том числе и в Ютубе. Они сказали, что, скорее всего, вас до сих пор продолжают искать по названию именно «Эхо Петербурга». Поэтому, возможно, если вы измените название канала, Мгм. то он намного быстрее начнет набирать. Поэтому в связи с этим я хочу обратиться, разумеется, к друзьям нашего канала, которые уже привыкли к названию «Алга Петербург», но так или иначе появилась версия, что возможно теперь 3 варианта, как можно существовать дальше. Это первое, название у канала «Эхо Петербурга Алга».
Второй вариант, разумеется, «Эхо Питера Алга». Мгм. И третий вариант, если уж настолько сильно полюбилось название «Алга Петербург», оставить все как есть. Но, так или иначе, как сказали специалисты, шанс, что канал пойдет быстрее в гору, есть. Для нас это мнение очень важно, поэтому мы просим всех вас написать, пожалуйста, свою версию в комментариях. Надо сделать голосование. Мне нравится «Эхо Петербурга Алга». Вот так. Ага, а я вот честно скажу, что уже к Алга Петербург немножко попривык, поэтому вот... Да, тоже есть такое. Но Поэтому я вот думаю, что все-таки, так как нам обязательно нужно посоветоваться со всеми друзьями, которые смотрят канал, потому что ну, больше это даже канал наших друзей, чем наш. Поэтому, друзья, пишите обязательно, и мы подумаем, как сделать. абсолютно верно. Здесь должно быть только единодушное мнение. И вот в подтверждении темы трендов Марина Цой пишет следующий комментарий. Здравствуйте, Саша и Ваня. Мне очень нравится ваш канал. И подписан на него, и раньше была подписана на Эхо. Но одно ваше видео с вашего старого канала Димаш Спорт вызывает такое раздражение, даже злость. Там, где Димаш поет СОС на якобы каком-то американском конкурсе, и судьи должны нажимать на кнопки. Ну уберите, пожалуйста, это ужасное видео, которое всех реакционеров вводит в заблуждение. Я понимаю, что это ваш труд, вам его жаль, но поймите, что именно это видео оказывает медвежью услугу в продвижении творчества Димаша. Со всем уважением к вам и вашему творчеству. Уважаемая Марина, я смею не согласиться с вашим комментарием, вам возразить здесь почему? Потому что если вот мы прямо сегодня, прямо сейчас уберем эти ролики, то 5 миллионов человек ежемесячно перестанут вообще узнавать о том, кто такой Димаш Кудайберген, перестанут знакомиться с этим исполнителем, потому что как раз эти ролики на сегодняшний день находятся в тренде. Можно, Саша, я проведу, для того, чтобы всем нашим зрителям было понятно, я проведу аналогию с мультфильмами. Давай. Вот, например, есть же мультики для разных категорий зрителей. Есть мультики для школьников, есть для дошкольников, есть для тех, кто уже учится в институте мультики. И даже для тех, кто уже в возрасте, тоже бывают мультики. А вот эти ролики, которые сейчас набрали уже огромное количество просмотров, они должны знакомить людей с творчеством Димаша. Они мультики такие, ну, до 3 лет. Я бы их так назвал. Ну да, абсолютно. Абсолютно верно, которые ничего кроме улыбки не вызывают у взрослых серьезных людей. Поэтому я еще раз обращаюсь к Марине и тем, кого уже раздражает этот ролик. Смотрите, вы не смотрите его. Зачем вы смотрите? Смотрите серьезные передачи на канале Алга Петербург. Вот. А пусть вот эти ролики, которые сейчас находятся в тренде, смотрят те люди, которые впервые только увидят Димаша. И поверьте, они заинтересуются этим артистом и уже пойдут дальше на другие каналы, к другим блогерам изучать и серьезно, кто же это за такой фантастический артист. Да, Согласен да, с вами? я полностью согласен. Я хочу вот добавить, что из тех зрителей, которые первый раз познакомились благодаря этим роликам, есть очень много людей, которые начали сами потом распространять информацию про... Есть очень много людей, которые сами потом начали распространять информацию про Димаша. И вот, например, ну вот сколько сейчас человек, которые рассказывают про Димаша? Слушай, я вот лично знаю, ну, наверное, блогеров, ну, 10-15, не больше. Ну да, да. Кто вот регулярно освещает именно творчество Димаша. То есть можно ли так сказать, что, например, если бы было 100 блогеров таких или 1000, будет ли от этого эффект? Как ты думаешь? Слушай, я думаю, что если даже вот 100 блогеров в течение года снимут 100 роликов о Димаше, вот вероятность, что один из этих роликов попадет в тренды, это очень низкая вероятность, и это можно как раз делать пример на нашем канале, потому что мы, Вань, с тобой, начиная вот с начала 2019 года, когда открылся канал Эхо Петербурга, по одному, по два ролика в день старались выпускать, только для того, чтобы как раз один из них зацепился в тренды. И вот там куча видеороликов, а ни один до сих пор из них в тренды так
к сожалению, не попал. Хотя передача очень интересная, и я могу сказать, что качество их по сравнению с теми, которые были на «Эхо Петербурга», на «Эхо Питера, сильно выросло. Я даже вот иногда в некоторые дни думаю о том, что, может быть, и хорошо, что «Эхо Петербурга» больше нет. Там есть несколько передач, которые я бы не хотел, не хотел, чтобы кто-то видел. Вот. Ну, в любом случае, ты прав, Вань, Но они, что кстати, как история. Они, кстати, как история. Вот интересно будет посмотреть, если получится разблокировать «Эхо Питера» и «Эхо Петербурга. Интересно будет посмотреть, как мы выглядели год назад. Это, мне кажется, очень смешно. Ну вот почему? Потому что с каждым выпуском, с каждым новым роликом растет наше мастерство, потому что вот ты помнишь, когда мы начинали, мы же учились только монтировать, учились снимать, учились разговаривать, писать сценарий. И на сегодняшний день какой-никакой результат все-таки нам удалось добиться по продвижению на YouTube в том числе. Я считаю, что именно YouTube должна стать основной площадкой по продвижению творчества Димаша. Потому что, возвращаясь опять же вот к тем роликам, Вань, Да. да, 100, там, 50, 200 миллионов просмотров на экипировочном центре «Спортман», да, из которых я знаю, что 50 миллионов, мы смотрели с тобой статистику, это минимум познакомились латиноамериканские диас. Да, да. То есть для них это было открытие, Димаш, и на сегодняшний день это самый мощный, один из самых мощных и ярых, скажем так, фан-клубов, которые восхищаются творчеством Димаша, которые с нетерпением ждут гастроли этого артиста у себя на родине. Да, и очень много есть ребят интересных Латинской Америки, которые выступают. Это и Диаго, и Лео Кантро. Есть много реакционеров из Мексики, тоже очень интересно. И вот совсем недавно, я там вчера, по-моему, выпускал передачу про японский фан-клуб. Это тоже для меня стало открытием. Да, вот вроде все говорят о том, что очень много фан-клубов, чуть ли не в каждой стране есть фан-клуб, там порядка 100-120 фан-клубов насчитывается по всему миру. Но я не могу встречать, ну, не могу встретить их работы на просторах Ютуба, потому что они для меня закрыты. Это не потому, что они плохо работают, да, это потому что YouTube, к сожалению, они не в трендах. Вот, мы, конечно, знаем и другие фан-клубы, которые регулярно работают. Но, согласись, Вань, вот просто встречать и провожать в аэропорту, это, конечно, здорово, это полезно, но это никак не повлияет на то, чтобы у Димаша было 1 миллион подписчиков к его дню рождения. И тем более 100 и 10, даже 10. Тут нужен совершенно другой подход, он должен быть регулярный, систематичный, и все-таки, раз уж сегодня, Вань, день единства, я считаю, что вся суть как раз в объединении и фан-клубов, и всех поклонников творчества Димаша. И только вместе, совместными усилиями нам удастся добиться таких вот фантастических цифр, которые мы с тобой загадали. Да, мы должны призвать все фан-клубы и всех, кто занимается популяризацией творчества Димаша, всех объединиться, потому что, как говорится, в единстве мы сильнее. Если учесть, что вот ты говорил о том, что мы уже такие стали суперпрофессионалы, если учесть, что я могу оценить вот наши знания YouTube и нашу деятельность примерно 1%. Вот, это, ну, из 100. Вот мы примерно на такой уровень уже вышли. Это очень мощно, кстати. Даже это я с большим авансом нам даю 1%. Вот. Если получится, что мы сможем все объединиться, и тогда, может быть, у нас будет, ну, хотя бы 10%. Все вместе мы тогда очень быстро будем достигать поставленных целей. Потому что вот глядя просто за деятельностью людей, которые находятся в фан-клубах, я вижу, что это преимущественно творческие люди. То есть они могут очень интересно рассказать, они могут очень интересно написать, они могут что-то продемонстрировать, рассказать о своей стране, о своем любимом городе, о тех людях, которые их окружают и которые знакомятся с творчеством Димаша. И вот мы могли бы как раз совместить их творческий потенциал невероятный с нашими какими-то уже техническими знаниями, наработками. Поэтому я обращаюсь ко всем фан-клубам, которые существуют в мире. Если вы нас сейчас слышите, давайте дружить, давайте знакомиться, присылайте свои предложения, свои видео, свои выступления на тему Димаша, а мы будем их регулярно публиковать на наших платформах, а заодно и рекламировать ваши ресурсы, чтобы вот эта сеть, паутинка, да, дружба между народами, она укреплялась. Да, я думаю, что мы увидим результат сразу. Кстати, номер, на который можно отправлять, он внизу написан. Вот там внизу у нас подпись. На этот WhatsApp номер можно принимать. Мы можем принимать любые ваши видеосообщения и аудиосообщения, просто фотографии. Пишите, если хотите с нами связаться.
И вот уже тогда машина по продвижению творчества Димаша уже действительно заработает на полную мощь, и уже не будет вот отдельных блогеров, отдельных фан-клубов, которые закрыто где-то сидят у себя, там для себя публикуют, понимаешь, вот эти там 5-3 тысячи просмотров и радуются. Вот мы узнали о Димаше, а то, что большая часть людей в мире пока еще не слышали о нем, как будто бы их это не волнует. Я протестую против такого подхода, считаю, что все должно быть едино. Я каком-то... я твой протест поддерживаю, и я готов даже как надо на этот с флагом, да, на баррикады Ютуба. Потому что, Вань, в какой-то степени, согласись, мы все волонтеры. Мы все, вот нам постоянно волонтеры, друзья наши, присылают ссылки, присылают переводы на песни Димаша. И они делают это также бескорыстно, и потому что хотят поделиться, хотят, чтобы об этом узнало как можно большее количество людей. И вот это надо поощрять, и это надо продвигать. И вот мы с тобой тоже же регулярно, постоянно придумываем, креативим, находим какие-то новые альтернативные способы продвижения творчества Димаша. Совсем недавно мы вот в Инстаграм запустили флешмоб «Димаш на карантине», если помнишь, где люди должны были под любимую песню Димаша показать свой вид из окна. Очень людям понравился флешмоб, и сейчас нам на WhatsApp номер продолжают присылать все новые и новые виды. И уже, я так понял, даже, Вань, из-за границы. Если первый еще флешмоб у нас прошел как-то внутри, скажем так, нашего сообщества, ну там Казахстан, Россия, да, Белоруссия, Украина, вот, то сейчас уже и из других стран начали присылать. Да, приобретает иностранный международный колорит, я бы так сказал. Поэтому я сейчас буду, Ваня, говорить исключительно за себя. Вот когда я только познакомился с творчеством Димаша, у меня был свой список, скажем так, любимых композиций. Это была песня «СОС», «Любовь уставших лебедей» и «Грешная страсть». А сейчас, я заметил, прошло время, и у меня вкусы поменялись. У меня теперь уже другие любимые композиции. Это «Любовь, похожая на сон», «Умытыл Маскун» и «Махаббат Бирмахан». Что-то, как говорится, что-то меняется, а что-то остается неизменным. Да, у меня теперь в списке любимых песен 2 песни на казахском языке появились. Поэтому я хочу такой эксперимент провести и с нашими друзьями, чтобы они тоже написали в комментариях 3 их самые любимые песни. Вот какая песня на первом месте, на втором и на третьем. И мы будем проводить такое голосование, скажем так, регулярно. И в конце года мы поймем, какая песня действительно является лидирующей, флагманской песней Димаша. И я думаю, ему даже самому будет полезно узнать об этом. Да, и, соответственно, эта песня получит премию «Песня года», да, по версии ЛГ Петербурга и друзей ЛГ Петербурга. Абсолютно верно. Поэтому, друзья, еще раз поздравляю всех с 1 мая, Днем Единства всех стран, всех друзей, всех поклонников творчества Димаша Кудайбергена. Не пропустите сегодня выход новой песни, нового клипа, а завтра уже встретимся и обсудим более подробно. Да, друзья, и, кстати, проверяйте, чтобы у вас работала подписка на канал Алга Петербурга. И ставьте лайки, ставьте дизлайки, чтобы не сглазить. Вот. И увидимся с вами, друзья, завтра, послезавтра. Алга Петербург. Алга Димаш.